Эта невероятная история произошла в США. Мусорщик приходил в дом Джошуа Бирна 2 раза в неделю. Джошуа недавно взял золотистого ретривера по кличке Шелби из приюта для животных. Шелби была пугливой собакой с травмирующим прошлым и поэтому опасалась незнакомцев. Всякий раз, когда приходил мусорщик, Шелби яростно лаял на него. У мусорщика тоже были свои страхи. Он боялся собак и старался держаться на безопасном расстоянии, быстро опустошая мусорные баки Бернов. Хотя Шелби лаяла, она никогда не приближалась к нему. Каждый раз, когда он приезжал в дом Бирнсов, она была снаружи, и ее лай эхом разносился по окрестностям. Мусорщик всегда старательно выполнял свою работу, но работал быстро и не хотел связываться с Шелби. Однажды, когда мусорщик торопливо опустошал мусорные баки Бернов, он почувствовал, как что-то коснулось его ног. Он замер, опасаясь, что собака наконец приблизилась к нему. Когда он обернулся, он увидел Шелби, сидящую перед ним с любопытными и настороженными глазами. Пораженный неожиданной встречей, он прыгнул обратно в свой мусоровоз. На своей работе мусорщик видел много собак, но ему всегда удавалось их избегать. Он никогда не встречал другой соседской собаки, которая была бы так враждебно настроена по отношению к нему, а затем внезапно села рядом с ним. Но дело шло к еще более странным последствиям. Позже на той же неделе, когда мусорщик вернулся, Шелби уже ждала его на обочине. На этот раз она не лаяла. Она как будто почувствовала его страх и решила дать ему шанс. Ведь она тоже боялась. Мусорщик нерешительно погладил ее по голове, прежде чем вернуться к своей тележке. Он не прикасался к собаке уже много лет, так как в детстве его укусила одна из них. Страх пораниться собакой преследовал сборщика мусора во взрослой жизни. Хотя он и гладил Шелби, у него не было желания дружить с золотистым ретривером. Но ему было очень любопытно внезапное изменение в поведении собаки. Так прошли недели. Шелби никогда не пыталась прикоснуться к мусорщику. Казалось, она понимала его страх и уважала его границы. Мусорщик, в свою очередь, начал ценить спокойное поведение и терпение Шелби. Он знал, что Шелби чувствовала его страх. Он восхищался тем, как она позволяла ему делать все в своем темпе и никогда не принуждала его к тому, чего он не хотел. Но однажды, когда к дому Бирнсов подъехал мусорщик, что-то изменилось. Шелби сидела и ждала, как обычно, но на этот раз мусорщик вышел из машины, сжав кулаки. Почувствовав его дискомфорт, Шелби попятилась. Она уже привыкла к осторожности по отношению к ней мусорщика. Но он никогда не проявлял ненависти или насилия по отношению к Шелби. И благодаря своему печальному прошлому она знала, что могут означать сжатые кулаки. Она была подозрительной. Мусорщик подошел к Шелби, все еще крепко сжимая оба кулака. То, что он сделал дальше, было шокирующим. Мусорщик почувствовал, что Шелби напуган, и опустился на колени, чтобы ослабить кулак. Он положил руки на пол перед собой, чтобы Шелби могла их видеть. В одной руке он держал лакомство для собаки, а в другой — новый мячик. Шелби на мгновение поколебалась, прежде чем подбежать к нему, чтобы принять лакомство и мяч, радостно виляя хвостом. С этого дня каждый раз, когда мусорщик приходил в дом Бирнсов, он тратил несколько минут на то, чтобы погладить Шелби и поиграть с ней. Это было самое яркое событие его недели, и Шелби любила своего нового парня. Но история имела неожиданный поворот. Без ведома сборщика мусора Джошуа Бирнс запечатлел эти трогательные моменты на свою камеру наблюдения. Джошуа стало любопытно, почему Шелби перестала лаять на мусорщика. Зная, что Шелби крайне подозрительно относится к другим людям, он видит, что произошло между ней и мусорщиком. Просматривая отснятый материал, он был глубоко тронут увиденным. В мире, где все, кажется, спешат, мусорщик нашел время, чтобы пообщаться с Шелби. Но на этом история не закончилась. В следующий раз, когда мусорщик прибыл в дом Бирнсов,
его приветствовала не только Шелби, но и Джошуа. С теплой улыбкой на лице Джошуа пожал руку мусорщику и выразил благодарность за связь с Шелби. То, что затем открыл Иисус Навин, невероятно. Он рассказал мусорщику душераздирающую историю прошлого Шелби. Как она вышла из приюта для животных, потрясенная травмирующим опытом, который заставил ее не доверять всем людям. Пока Джошуа говорил, мусорщик внимательно слушал. Он понял, как сильно Шелби боролась и сколько мужества ей нужно, чтобы вернуть себе доверие. В этот момент мусорщик полностью осознал последствия своих действий. Он не только подружился с собакой, но и дал Шелби шанс исцелиться от травмирующего опыта, почувствовать себя любимой и снова доверять. Тронутый искренними словами Джошуа, мусорщик поделился своей историей и глубоко укоренившимся страхом, который преследовал его с детства. Он рассказал Джошуа о травмирующем инциденте, когда его укусила собака. С тех пор этот опыт заставил его бояться собак. Один лишь вид собаки вызывал у него дрожь по спине, вызывал тревогу и приступы паники. Джошуа выслушал с сочувствием и признал мужество, необходимое мусорщику, чтобы противостоять своим страхам каждый день, особенно на работе, где встречи с собаками были неизбежны. На него произвела впечатление решимость мусорщика выполнить свои обязанности, несмотря на его фобию. Никто бы никогда не подумал, что золотистый ретривер с неудачным жизненным началом поможет сборщику мусора преодолеть огромный страх. Никто и подумать не мог, что простая доброта мусорщика может так много значить для Шелби и ее нового владельца. Если эта история тронула вас так же, как и нас, вам стоит посмотреть это видео. Мужчина помогает умирающему белому медведю. Вы не поверите, что произошло дальше. Нажмите здесь, чтобы получить полную историю.